Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня продолжение урока. Сегодня я подготовлю лепнину для сердечка. Вот вы видите уже готовый вариант, но в процессе видео покажу, как сделать, из чего сделать. Еще раз покажу процесс и затем, как придать форму плоской заготовке. И, конечно же, покрасим. И так как это все должно сейчас высохнуть, то продолжение уже в следующем уроке. Если вам интересно, оставайтесь со мной и продолжим. В прошлом видео мы с вами обработали сердечко. Я показала, как это сделать, как пришить кисточку и сделать вот этот боковой декор. И так как много вопросов по поводу лепнины, хотя уже выставила 2 урока, сегодня покажу именно вот эту лепнину, как ее выгнуть, потому что именно много вопросов задают, как выгнуть лепнину из вот такого плоского состояния. Это можно делать сразу, когда мы вытаскиваем из молда, или попозже. Покажу подробно, как это сделать. И также мне задали вопрос, как можно сделать середину пустую у молда. Вот вы видите отливку из этого молда, и здесь есть серединка. Я покажу, как сделать без нее, потому что сейчас, когда застыло все, уже только выпиливать. Но я покажу, как это можно сделать в процессе заливки. А сейчас приступим. Перед тем, как наливать пластик в стаканы, я немного вот так его замешиваю, потряхиваю. Здесь у меня компонент А, здесь у меня компонент Б. И мне надо одинаковое количество налить в стаканы. Так, я открываю и заливаю. Ну, я буквально чуть-чуть. В подробном уроке показывала, сколько пластика я наливаю, чтобы успеть с ним поработать, пока он не застынет. Так, сразу одну коробку убираю. И столько же вот рядом стакан, рядом приложу, и столько же наливаю компонента Б. Вот одинаковое количество убираю. Теперь я выкладываю свои молды. Мне понадобится зубочистка. Так, и пока я их не смешала, они пока у меня могут постоять. И теперь сделаем вот эту серединку. Что я делаю? Я беру простой кусочек бумажки. Можно что-то круглое, ручку взять. У меня примерно 5-6 миллиметров. И вот так вот закручиваю. Закручиваю, и чтобы сделать в серединку вот сюда, я беру клей и подклею. Так, даю, конечно, закрепиться, и вот этой бумажкой я закрою серединку. Так, обязательно, чтобы подклеилась. Я установила на середину, и теперь я все смешиваю в одном стакане. Компонент А и компонент Б. Наливаю, и все одновременно вот так быстренько. 20 секунд у нас есть, чтобы все смешать. Все смешали, и теперь заливаем. Заливаем очень аккуратно. Я в прошлом видео показывала, как это делать. По чуть-чуть, чтобы все залилось у нас. Не держим стакан на одном месте, а вот так медленно продвигаемся. И смотрим, чтобы все у нас было залито. Так, теперь к этому молду немного придерживаю и заливаю. Так, сейчас, секунду. Вот здесь распределяем все. Если не хватает, еще доливаем. Так, и я приготовила еще один молд новый. Рамочку хочу попробовать. Так,
зубочисткой смотрим, чтобы у нас все было заполнено. И еще один молд. И все. Так, все у меня залито. Проверяю еще раз. Пластик уже начинает густеть. И я смотрю, у меня все везде, все покрыто. И оставляю пластик застывать. Прошло у меня 2 минуты, и вы видите, уже начинает все белеть. Так, здесь у меня немножко прошло через серединку. Надеюсь, что все это я потом смогу вытащить. Обычно я чуть-чуть вот так подклеиваю, и тогда не проходит. Неудобно было на камеру, прошло. Но в любом случае, вот именно вот так делаются серединки. Прошло 4 минуты, и для зачистки верхнего слоя я использую алкоголь. Можно использовать водку. Беру ватный диск. Здесь у меня пока что еще не застыло. И просто смачиваю. И вот вы видите, рамочка здесь уже, можно сказать, да, все, она уже застыла. И я снимаю вот этот липкий слой. Он не липкий, но такой, как бы сказать, блестящий. И даже если где-то у меня какие-то подтеки, я немножко вот так надавливаю, и вы видите, все идеально чистится. Посмотрите. Вот тут были маленькие заливки, все почистилось. И сейчас вот так по краям начинаю отделять. Не сразу как бы все это вытаскиваю, а вот так все постепенно. Если где-то что-то не отходит, не рвем все сразу, по чуть-чуть. Так, еще чуть оставлю. Так, вот здесь, видите, тоже у меня вот неровности вот эти вот. Тоже их можно все это спиртом снять. Вот. Вот, видите, вот тут вот такая штучка. Вот она все размягчает и убирает. И вот, посмотрите, так, вот видите, вот тут тоже маленькая такая, вот, все это убираем спиртом. И зачищаю третью штучку свою. Так, и вот, так, у меня тут случайно вот затекло, но сейчас попытаюсь вытащить ее. Вот. Не, все не получилось. Точнее сказать, вот видите, я тут все положила, но так, сейчас попробую. Немножко пальчиком задела, и все это дело, ну, вот таким образом как бы можно отгородить часть, и у нас получится пустая середина. Так, сейчас попробую. Так, ну давайте продолжим вот с этим. Я покажу. Так, вытаскиваем все из молда. И вот вы видите, здесь еще вот это все можно подогнуть. Но на данный момент мне не надо. Я оставлю как есть. И потом буду подгибать. Так, вот этот молд, который нас интересует. Также аккуратно его вот так по краям все вытаскиваю. И пока он такой свежий, его можно подогнуть. Если он уже у вас застыл и вы не успели его подогнуть, будем его нагревать. Вот я специально вот эту часть не буду сейчас подгибать. Вот я ее вытащу, оставлю, чтобы она застыла, чтобы она стала твердой. И затем покажу вам, как все это дело подогнать под заготовку.
Вот видите, я аккуратно вытаскиваю, вот. И видите, все, сейчас можно согнуть, но я оставлю, пускай все это застынет, и покажу, как действовать дальше. И совсем забыла про маленький свой молд. Сейчас я его тоже зачищу и вытащу. Вот пыталась немножко отрезать, но так как у меня уже все застыло, в следующий раз, когда я буду подгибать вот этот молд, также нагрею его и постараюсь вырезать его строительным ножом. Но в любом случае лучше взять пластиковый от коробочки прозрачную вот эту пластиковую штучку и вот сделать этот кружочек. Тогда он более стабильный, а у меня, видите, все тут нечаянно перелилось. Ну, бывают маленькие погрешности, можно сказать, и в прямом эфире. Так, пока я это отложу. И вот я вытащила свой маленький молд. Очень красивый, такой нежный получился. Вот, хочу показать, что у меня все застыло. И для того, чтобы придать форму, мне теперь надо нагреть. Для этого мне понадобится горячая вода. Некоторые отливают куда-то, или это можно сделать в кастрюльке. Я кипячу воду, вот специально включила, чтобы видели, что вода горячая. Сейчас она закипит, и вот эту заготовку я брошу в чайник. Ничего ей не будет, и чайнику тоже ничего не будет. Вот у меня закипело. Я открываю. Так, сейчас. И мне понадобятся щипцы, чтобы ее потом вытащить. Вот у меня там, вот вы видите, сейчас она поднимется вверх. Когда она поднимется вверх, значит, она уже нагрелась, и можно ее вытаскивать. Вот она, сейчас я ее... Все, она нагрелась, я вытаскиваю. Вот, она уже мягкая. На салфеточку ее протираю. Она сразу, можно сказать, высыхает. Вот, она уже мягкая. И я прикладываю к своей заготовке. И вот таким образом, видите, полностью, посмотрите, полностью делаю форму, которая мне нужна. Вот. И сейчас в таком виде она будет остывать. Вот здесь можно даже чуть-чуть побольше. И вот вы видите, полностью вообще не будет никаких отверстий нигде, когда мы ее приклеим. Ну вот, она, можно сказать, уже остыла. Вот, все. Вот таким образом мы с вами сделали форму. Так, и теперь, где, вот, то, что я хотела сделать. Так как у меня, видите, все это прошло насквозь, заполнилась середина, сейчас я буду вырезать это дело. Так, возьму еще одну салфеточку. Так, все у меня горячо. И хочу показать, что пластик греется, и как бы и с ним можно работать. Так. Сегодня такой информативный тоже урок. Сейчас нагреется. Вот, как он поднялся, значит, он уже все, можно с ним работать. Так, я беру строительный ножик. И так. Вот, все. Вот вы видите, я убрала середину. Все, мне остается зачистить. Вот, и у меня получилось все без серединки. Вот, то, что мне надо было с самого начала. Так, чайник уберу в сторону. И хочу показать, что пока пластик мягкий, вот, его можно и чуть-чуть подрезать. Поэтому, если вам надо где-то что-то сделать, пока он теплый, если вы не успели, еще раз закидываем его в чайник, и он снова приобретет форму. И вот только теперь я буду красить свою пластиковую заготовку. Прежде чем красить, да, кстати, тоже лайфхак, чтобы у вас краска легко открывалась, перед тем, как ее закрывать, возьмите пищевую пленку и просто накройте и сверху крышку. В этом случае как бы она не застынет, краска, и легко будет открываться. И перед использованием, конечно, краску мы хорошо надо взболтать.
Я беру немного краски и отливаю себе в крышку. Так будет удобнее красить. И беру пластиковую заготовку и наношу краску. Краска очень хорошо размазывается, как бы растекается, поэтому на кисточку много не набираем, потому что очень хорошо ложится. Вот вы видите, легко красится все. Так, все закрашиваем, вот эти все внутри, чтобы у нас не было никаких белых пробелов. Красим в перчатках, так как эту краску очень трудно отмыть. И продолжаем работу. Вот вы видите, все боковинки, все красим, чтобы у нас все было идеально. Вот, везде вовнутрь кисточкой залезаем. Вот таким образом все прокрашиваем. Обычно хватает одного слоя, ну, иногда бывает, что если вы где-то что-то пропустили, тогда, конечно, докрашиваем все. И продолжаем работу. Посмотрите, как красиво все получается. И когда мы покрасили, отправляем до полного высыхания. Лучше, конечно, оставить на ночь, чтобы мы потом ничего нигде не испачкали. И когда мы закончили свою покраску, мы выливаем все назад, если у нас вдруг что-то осталось. Делаем это в перчатках. Вот я так прямо кисточкой все оттуда вычищаю. Подготовила двойную пищевую пленочку. Вот она. Накрываю. И теперь сверху закрываю. В этом случае как бы крышка у меня не прилипнет. И вот моя лепнина покрашена. Здесь у меня просто то, что было не докрашено в некоторых местах. Это для другой заготовки, которую мы сегодня делали. Вот она. И теперь я знаю, что у меня форма есть. Она у меня покрашена. И теперь, когда она высохнет, я могу использовать ее к декору. На сегодня все. Снова у меня получился какой-то длинный объемный урок, но пытаюсь все вам объяснить и показать. И так как это все должно подсохнуть, то в следующем уроке уже сделаем полный декор. Творческих успехов вам и, конечно, до скорой встречи. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, и я всегда рада ответить их и помочь. Ну что ж, на сегодня пока-пока.